Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как вырастить базилик в домашних условиях. Для этого я использую посуду из пластиковой бутылочки. Обыкновенные, из-под воды. Обрезаю и достаточной высоты. Грунт я беру с огорода, обыкновенный, просто не купленный, не мудренный. Такой, короче. Набираю эту емкость. Главное, пластиковой бутылочки преимущество, что дернальное отверстие я не делаю, его и не надо. Просто уровень влажности снаружи видно, налил воды и видишь, сколько достаточно, высоты это уровень воды. Семена у меня собственного сбора, конечно, прошлогодний, но ничего страшного, немножечко гуще посыплю, должен вырасти. Вот так, равномерно. Базилик я беру узколистий, потому что широколистий он как-то красивый, но узколистий более такой насыщенный аромат. Мне больше нравится, поэтому я выбираю такой сорт. Ну вот посыпаем, посадили, лишних уберем и не толстым слоем надо прикрыть семена. Такой, чтобы не высыхали и влагу поддерживали. Ну так, не особо, чтобы толстый, чтобы могли вылезти ростки. Ну, где-то таким образом. Вот и слегка утрамбовывает, чтобы земля быстро не высыхала. И польем опрыскивателя небольшое количество воды, потому что если со стакана переборщить можно перлит. А так, более-менее так, норму. Вот увлажнили. И обязательно надо будет накрыть. Создать такой, как парничок, чтобы держал баланс влажности. Ну и все, посадили. Уберем мы его в окно, нежелательно, обязательно, с солнечной стороны. Базилик солнцелюбивое растение. Но вот уже 2 дня прошел. Проверим мы свой парничок. Открываем. Парничок наш. И вот у нас результат. Семена так дружно всходили, что аж землю приподняли. Зря я не доверял схожесть семян. Ну ладно уж, ничего страшного. Позже мы их разредим и будет нормально. А так вот такие всходы. Вот уже буквально неделя, и наш базилик уже вымахал. Смотрите, какого роста. Раньше разреживал, но все равно как-то для такой посуды сильно густовато, на мой взгляд. Поэтому немножечко рукой лезть трудно. Пинцетиком повытираю немножечко. Уже знаете, аромат базилика так неплохо. Посуду вот не полный сыпал. Какой цели? Вот сейчас разрыхлим акапаницей, так называемым окучивателем. Короче, не размахаешься в такой посуде, поэтому как-то надо окучивать. Вот таким образом. Сейчас мы возьмем ложечку и подсыпем ростки. Получится своего рода окучивание. И растение будет расти как-то более активно. Вот, тут немножечко как шевелишь, так аромат такой, аромат весны. Сейчас мы досыпем.
было все равномерно. Растения, чтобы красиво стояли. Сейчас сплелись, надо разделить их. Влажности хватает, но все равно немножечко опрыскивать, чтобы освежить, как говорится, растение. Так это полезно, чтобы и листья умачивать немножечко, ну, по типу как росы, короче. Вот, полили. И все, ставим обратно на солнечной стороне окно. Сейчас. Вот, чтобы... вот уже буквально 10 дней. И, пожалуйста, уже почти взрослые растения. Ну а так, в принципе, она готова к подкреплению. Вот поэтому берем ножницы, если нужно, надо она вам, и обрезаем. Обрезаем, обязательно оставляем по 2 листочка, чтобы в дальнейшем ходили всход оттуда. Ну, не всходы, а паростки еще. Ну, это оставим, пускай растет. Ну, вот видите, и семенной, и вверху уже по 2 листка оставил, чтобы, ну, вот, в дальнейшем, для дальнейшего урожая, как говорится. Ну, а так вот, на одну порцию салата, пожалуйста, уже есть у нас базилик. А это уже чуть раньше садил таким же образом. Ну, вот результат после того, как мы один раз сняли урожай. Ну, если надо, конечно, в дальнейшем также можно это. Вот, смотрите, по 2 ростка уже каждого куста. Это уже хорошо. Ну, а если в дальнейшем, вот, пожалуйста, обрезаем опять вот таким образом. Ну и все, пожалуйста. Того она будет опять это таким же образом расти и расти. Смотрите, его месяца на 4, на 5 мы уже обеспечены свежим базиликом.